Фух. Привет, друзья. Сегодня и жара. Вообще, последние 2 недели в Санкт-Петербурге и вообще на севере России, они просто аномально жаркие. Очень тепло. Сейчас температура где-то плюс 35 градусов по Цельсию. И вы можете сказать: ха-ха, плюс 35, Макс. У нас в стране сейчас 45. И да, конечно, но для этих мест, для Санкт-Петербурга это очень жарко, это аномально жарко. Поэтому я сейчас сижу в тени, видите, здесь тень, здесь нет солнца. И сейчас я собираюсь поехать в спортзал. О, какая тут жаровня, господи, как же здесь внутри жарко, господи, божечки. Фу. Ой, в машине просто пекло, просто адское пекло. Да, вы можете, друзья, меня спросить: Макс, но ты же вот в этом видео говорил, что ты ненавидишь спорт и ненавидишь спортзал. Почему ты едешь в спортзал? На самом деле, а мы сейчас с вами поедем, и по дороге я вам расскажу, окей? Итак, мы едем. И сейчас я хочу рассказать, почему все-таки я еду в спортзал. Я же говорил в своем видео, что я не люблю спортзалы и что я предпочитаю другие активные другие активные виды деятельности. И это вместо спортзала. Но на самом деле проблема вот в чем. Первая проблема, что я почти все время провожу дома. То есть нет, я, конечно, хожу гулять, но в общем и целом я все время нахожусь дома. Я работаю дома, я учусь дома, я практически все делаю дома. А сейчас пандемия, и вообще сложно лишний раз куда-то выйти на улицу. И есть такое заблуждение. Так, сейчас здесь очень опасный поворот. Здесь абсолютно не видно автомобилей слева. Фух. И они едут здесь очень быстро, с горы. Поэтому здесь нужно очень осторожно поворачивать. Так вот, есть одно заблуждение. Ты думаешь, что у тебя много времени свободного, ты сидишь дома, ты работаешь из дома, и ты можешь просто сидеть и работать очень эффективно, очень продуктивно, все классно. Но по факту получается, что ты очень быстро выгораешь. Ты начинаешь что-то делать, но через некоторое время наступает такая апатия. И ты уже не хочешь ничего делать, потому что, ты не можешь все время сидеть дома и работать, заниматься делами. Поэтому нужно обязательно куда-то ходить. Это очень важно. Но это бывает сделать очень сложно. Очень сложно заставить себя выйти из дома и пойти куда-то или встретиться с кем-то. Тем более все мои друзья живут в городе, а я живу не в городе. Поэтому встретиться, это не так просто, да. Поэтому я понял, что мне нужна какая-то деятельность вне дома. То есть, чтобы я мог куда-то ездить и что-то там делать. Желательно с людьми. И вот один из таких моментов — это курсы китайского языка. Я сейчас занимаюсь снова на курсах китайского языка. Я не очень люблю языковые курсы, но это для меня элемент такой небольшой социализации и повод просто поехать куда-то, да, то есть не сидеть дома. И второй момент — это спорт. Да, нужен спорт. Конечно, я хожу, я гуляю. Здесь есть озера, и я купаюсь.
Но проблема в том, что этого все равно недостаточно. Я искал йогу или какие-то там тайцзи-цюань или еще что-то, но ничего такого здесь рядом нет. Но я нашел спортзал, и я решил, а почему бы мне не попробовать? Почему бы мне не походить в спортзал? Для меня это что-то новое, а все новое всегда хорошо для твоего мозга, да, как вы знаете. Поэтому я решил пойти в спортзал, он недорогой, он находится здесь рядом с тем местом, где я живу, где-то 5-7 минут на машине, вот мы сейчас скоро уже приедем. И мне кажется, это супер, это очень хорошая, ну, это шанс для меня, шанс и заниматься спортом, и не сидеть дома. Вот, мы приехали. Сейчас мне нужно показать документ охраннику, который сидит здесь, и он меня пропустит. Сейчас я это сделаю. Здравствуйте. Я в спортзал. Вот мой документ. Ага, спасибо. Отлично. Так, сейчас только пропустим детей, чтобы не давить детей. Так. Я просто показал документ, и охранник сказал: проезжайте. И я проехал. Вот оно место. Это такой учебно-тренировочный центр. Видите, он находится на берегу озера. И после спортзала я обычно купаюсь. Поэтому сегодня мы с вами пойдем купаться. Сейчас нужно припарковаться. Обычно я паркуюсь здесь. Фух, в машине просто невыносимо жарко. Конечно, в этой машине нет никакого ни кондиционера, ничего. Очень жарко. Просто невероятно жарко. Но ладно. Что я с собой взял в спортзал? Конечно, я взял бутылку воды. И еще я взял сменную одежду. Да, чтобы сменить одежду, чтобы переодеться. Это сменная одежда. Ну и сейчас мы пойдем посмотрим, как выглядит спортзал. Вот туда я иду, там находится ресепшн, а вот здесь база. Можете посмотреть, как это все выглядит. Красивое место. Вот там вот озеро. Идем на ресепшн. Здравствуйте. Я вот звонил по поводу занятия сегодня в тренажерный зал. Ага. Ага, все. Спасибо большое. Оп, лифт. Нет. Отлично. Так, минус первый этаж. Фух. Да, жарко. Сейчас на лифте нужно спуститься на минус первый этаж. И сначала зайдем в раздевалку. Так, где у нас раздевалка? Так, номер 57. 57. Фу. Вот так выглядит спортзал. Он не очень большой, наверное, даже маленький. В нем не так много тренажеров, но все основные тренажеры там есть. Есть и велотренажер, и беговая дорожка. Вначале я предпочитаю размяться, чтобы разогреть тело. Затем я бегаю на беговой дорожке. Иногда занимаюсь на велотренажере. А потом начинаю силовые тренировки. Обычно мы говорим так: я иду в спортзал, чтобы качать мышцы. Или чтобы качаться. Качаться означает заниматься в спортзале. Качаться, качать мышцы. Ох, ветер. Хорошо.
Сегодняшняя тренировка закончена. Чувствую такой тонус в мышцах. Мышцы поработали. Это очень приятное чувство. Конечно, я новичок, совсем зеленый новичок. И я, наверное, делаю многие вещи неправильно. Но моя задача сейчас – это просто ходить и выработать привычку. Мне кажется, это самое важное – выработать привычку сначала, а после этого уже можно… Уже второй шаг – это делать все правильно. Вот. Мне кажется, главное делать, и главное привыкнуть делать. Но сейчас в самом конце будем купаться в этом озере, и это заключительная часть. Ну и, конечно, самое потрясающее – это после тренировки искупаться в прохладном озере. Ух, кайф! Вот это я понимаю идеальное завершение тренировки. Фу, кайф! Ну а я с вами, друзья, прощаюсь. Поплаваю немного и поеду домой. До встречи в следующем ролике. Пока-пока.